я вспомнил, что я масло с него не слил. О. Мотор, блядь, контрактный был. Сколько дней осталось до СДЧ? Кажется, 19. Твой проект успешно собирается? Что-то пока не очень. Да не успеем по-любому. Пока все более-менее по плану. Даже, возможно, успеем покраситься. Ничего себе. Но это не точно. Кузов BMW E92, она будет полностью в обвесе от М3. Вся полностью пластиковая, ну в стоке без расширения какого-то дикого. Ну и вся собрана максимально на гоночном спеке, то есть не будет ни салона, ну и в общем ничего лишнего. Абсолютно ничего лишнего не будет. Поставим только один ковш, поставим болтовой каркас, который мы уже изготовили, поставим руль, поставим педали и кулису. И все, и помчим. Ну, ручник еще. Ты в одного собираешь? Ну пока да, ну не знаю, сейчас Елтыш забракует свой мотор и, возможно, кинется на мою машину, чтобы мы хотя бы на одной выехали. Будем по очереди кататься просто с ним, как в Усть-Илимске. Какие задачи у тебя сейчас предстоят? Ну вот сегодня я отвезу коробку вместе с колоколом на токарку. Мне ее отрежут, слава богу. Я вот хочу еще заметить. Машина, мотор V8. Машина, мотор V8. Машина, мотор V8. Ну а тут что-то произошло. Там в ней моторы, а рядом нет нее. Ну тоже вэшка. Все на вэшках плотно. Ну и вот, мне нужно будет состыковать мотор с коробкой, пихнуть все это дело в подкапотку, сделать лапы, установить турбины. Там их будет две. Установить все охлаждение полностью. Ну оно будет на жопе, поэтому достаточно легко устанавливается. По части трансмиссии, ну, задний редуктор, кардан, вся херня, это все по машине уже сделано. Мы взяли телегу стандартную от BMW E92, вытащили, точнее, из нее ступицы BMW-шные, чтобы оставить кулак и все тормоза, и всю подвеску, и вообще всю херню от BMW. Купили туда ступицы от Nissan, переточили, ну, адаптировали их под подшипник BMW и под тормоза. Установили редуктор от Nissan R230 вместе с приводами от Nissan Fuga. Ну, это такой достаточно жирный спек для, там, не знаю, 500 сил. Ну, все это ходит, в общем, на такой мощности. Понятное дело, доработали подрамник, сварили туда новые крепления, все, и закатили все это дело обратно. Обслужили там резиночки всякие по возможности. Мы сделали такую сильно подробную копию известных рычагов, не буду говорить, каких именно, и кулаков. Она у нас тоже есть, мы ее установим. И, по сути, останется сделать только электрику и накинуть обвес, который тоже у меня, по сути, есть. И все. В общем, шансы спеть есть, но так, впритык. 21 числа, я думаю, я не буду спать и буду делать машину. И, возможно, поеду на тренировки. Но это не точно. Наверное, вы хотите узнать, что у меня приключилось вообще в жизни за последнее время. Не жил, не тужил. Лет 11 назад узнал, что такое дрифт. Хотя хотел себе тренажку, блядь, супер авто очень сильно. Вот меня прокатили боком. И я купил себе вместо этого Жигули. И с того момента все пошло по пизде. Меня мама вообще не для этого растила, блядь. Гимназию отдавала, блядь. Сука, чтобы я валялся под этим говном, блядь, ебаным, нахуй. Заебала. Сука, дай пол, блядь. Илюха, поехали домой. Ну нахуй этот дрифт. Ну сейчас мне всего лишь поршень снять осталось. Опа. В общем, веду вас в курс дела. Жил, не тужил я. Это уже было. Это другая история. С другого момента. Ездил вот на этом моторе, приехал с Екатеринбурга на нем в Сочи, в марке, потом поставил в компакт. Короче, мотор у меня этот 5 лет уже. Вот. Потом я на горе разбился немножко. Короче, немножко там трах-бах произошел, ударился в гору, машина уехала на стапель, я снял мотор, с ним все было хорошо. Я его просто снял по причине того, что был третий УЗ, который мне подогнал калаш, потому что он тупо мощнее. Я его поставил, проехал СДЧ, еще на нем что-то покатался. В итоге потом третий УЗ рыгнул. Что там с ним произошло, что с ним там будет дальше, вы потом увидите. Короче, суть в том, что я его разобрал. Все собрать у меня есть, головки у меня в Москве. Там будут валы, там будет небольшая степень, там портинг, направляшки, гоночные пружинки. Там, ну, короче, такой типа атмотюнинг, вот я хочу так сделать. Ну и, собственно, машина стояла без мотора. Звонит мне калаш, говорит, а погнали, говорит, СДЧ. Я говорю, блядь, Саня, у меня мотора нет, машины нет, туда-сюда. Он говорит, так ты, говорит, что, поставь свой старый мотор. Я такой, в натуре, а почему нет? 1,5 недели занимался этим вопросом, что-то там его ставил, вот тут обслужил всю проводку, там что-то ее всю разобрал, с нуля собрал, что-то там, сям, там чуть-чуть там подвеска, еще что-то там пластик, вот что-то начал делать. Первый выезд тестовый, я понимаю, что машина воняет маслом из выхлопа сильно и не едет, вообще нет мощности абсолютно. Возвращаемся в бокс, я начинаю диагностировать, нахожу там небольшую проблемку с топливом.
ее исправляю, едем опять на тесты, и, собственно, ничего не изменилось. Вчера я все это приехал, короче, и увидел это отсутствие компрессии, и такой, все, я, короче, вообще ничем не хочу этим всем заниматься, и, короче, нахер нам вообще не надо, гонки это вообще не мое. И как вы думаете, что произошло дальше? Сегодня суббота, я вот валяюсь под ним. Почему это произошло? Разумеется, потому что позвонил Калаш, говорит, а что ты там туда-сюда, там, что разбери, хотя бы посмотри. Надавил, короче, на больное, и я не смог устоять, и вот приехал заниматься вот этим говном. Собственно, в чем суть? Я думал, что я приеду, сдерну, не снимая мотора, головку, пойму, что тут всему Багдад, и как бы просто не буду его дальше собирать, вот так капотик закрою и уеду отсюда счастливый, заниматься своими делами в выходной день. Ну и ах, я снял головку, здесь ничего не увидел, собрал консилиум из Антохи, из Вована, мы все посмотрели и ничего не увидели. То есть с головкой все в порядке, с поршнем визуально все в порядке, с цилиндром ни задиров, ничего нет, все в порядке, ход на месте, все на месте. Что произошло, где моя компрессия, я пока не знаю. Вот. Ну то есть сейчас я сдерну поддон, достанем поршень и увидим. Но если бы я его снимаю и там целые перегородки и целые кольца, тогда я думаю, что на этом моя карьера автогонщика закончена, потому что я уже реально не хочу этим заниматься. Мне не нравится. Я просто кататься хочу и все. Говном. Масло, конечно, интересное какое. Что оно все золотое? Ну, что-то прям плавает. Ну, вообще все просто как новое. Бля, чистейший мотор, просто пиздец. Бля, вкладыши только обкатку прошли. Ну, такие как бы поезженные. Ну, как бы я не скажу, что что-то тут прям, блядь. Ну, поменять бы их не помешало, конечно. Но делать этого мы, конечно же, не будем. Нихуя прикол. Пошли Антону покажем, он такой хуйни точно не видел. Это что за домино? Что это такое? Я не понимаю. Почему оно так сложилось? Не, ну оно как бы тем не менее... отсюда всему пизда. Ну да, оно как бы тем не менее все еще не выглядит на... На 3 компрессии, думаешь? На 3 очка компрессии, да. Хороший комментарий, постоянно будешь же. А что нет, то поршень меняешь, да дальше едешь. Где вот только взять поршень, но я думаю, это тоже не проблема. Здесь у нас стоит лучший автомобиль в мире вообще. Вова, ну-ка скажи, что это лучший автомобиль в мире. Мой компакт, на котором я немножко вступил в какашку. Дело в том, вот это вот сцепление RB25D с маховиком, уже обточенное по максимуму. И оно не лезет ко мне в коробку. Вообще никак. Ну, прямо, ну, как бы лезет, но это на тоненького. То есть дальше его не пропихнуть, соответственно, он работать не будет. Поэтому свап немножко затянулся. Сейчас я жду корзину от M5E34, которая где-то на сантиметр, наверное, в диаметре поуже, и должно туда нормально все запихнуться. Тут компакт Елташа, он там что-то опять навалил. Вот это вот прекрасный автомобиль. Вова, скажи, это прекрасный автомобиль. Элитный автомобиль BMW, на моторе от BMW, на турбинах от BMW. Единственное, что есть отстойное, это редуктор от Nissan. Коробка тоже BMW. В общем, это мотор M60B40, атмосферный изначально, на которую Вова надеется прикрутить 2 турбины от M5, короче, M5F10, по-моему. R65 мотор, да, вот. Эй, блядь. Турбины, короче, нифига не маленькие, я бы даже сказал, они большие, блядь. Вот такие турбины, которые изначально на оригинальном моторе стоят в развале блока, вот здесь. 2 штуки. Тык и туда. Ну и, соответственно, подкапотка у М5 поболее. Тут у нас, у этого мотора здесь идет впуск, а выпуск идет с этой стороны. Соответственно, турбину нужно запихнуть сюда. С одной стороны вот сюда, куда-то туда вот. В принципе, как будто бы лезет, да? С другой стороны вот сюда, потому что там рейка. Где-то так она будет стоять. Соответственно, если вы можете посмотреть, для коллекторов тут места вообще нет. И как мы это будем все с Вовой делать, я не знаю. Но пока процесс идет, ступенчато, как бы, ну, движемся к цели, как говорится. Надеюсь, все будет получится, потому что проект реально интересный. Как это поедет, все тоже интересно. Ну, думаю, будет... Думаю, Вова обосрется, короче. И... он хочет успеть еще на... Он хочет успеть на СДЧ, а до СДЧ осталось 14 дней, а машина у него, как говорится, он еще покрасить ее хочет успеть. Ну, короче, вот такой план. Сейчас мы турбину обратно положим, потому что они... Кстати, они недорогие, реально. 30 тысяч, по-моему, стоят за 2 штуки. Вообще дешевка просто. Компакт Елташа опять сломал свой мотор.
Сейчас он там что-то с говная палка, как обычно, соберет, хон там шкурочкой да, обновит, и все, и поедет, наверное. Еще пару лет проедет. Ну вот, интересно, конечно. Посмотрим, как он вроде тоже хочет его покрасить. В один цвет, по крайней мере. Сейчас она похожа на мой Passat, на Орлике. Желтого не хватает. У меня есть, кстати, баллончик, можно его ебануть желтый. Дверь ебанем. Тут у нас Supra с божественным выхлопом. Классным. Я не знаю, зачем Калаш ее привез. Видимо, хочет приехать кататься на ней, не знаю. Москва ее, видимо, не понравилась ей Москва, поэтому он ее обратно сюда десантировал. Там у нас стоянка долгострой. О, кстати, у нас сейчас в боксе 3 BMW на УЗ-тах. 2 компакта вы видели, а вот третий автомобиль. Копеечка нашего друга Овика, который тоже решил собрать ее на 3-м УЗ-те, и причем он сюда офигенно встает вообще. То есть просто туда вот так вот бум его, и все. На родные лапы поставил и поехал. И капот закрывается. И не надо мудрить что-то, чтобы это все туда вставить, потому что в 36-ю очень тяжело он заходит, потому что очень большой впуск высокий, и он прям, ну, чтобы закрыть капот, это очень сложно сделать. А вон еще Мерседес привез Калаш свой. Я обожаю вагоны вообще в любом виде. BMW, Mercedes, Audi, даже Toyota вагоны люблю. Вот, это вообще лучший кузов в мире. И я оценил как бы тачку, она реально как бы огромная, крутая. Очень большой, просторный салон, багажник, тут и люк есть, вся фигня. Вот, мы вчера на ней дали кружочек по территории. Давай, брат, давай. Хорош, сейчас упадешь. Джайсики прикольные, нравится. Капот открыт. Что это было? Приловска. Ну, непонятно, потому что тут все, видимо, подвески пришел кирдык, все что-то трясет, и коробки, походу, или подушкам каким-то, потому что все трясется. Но в целом, за исключением того, что, ну, видимо, тут что-то с безопасностью связано было, то есть какие-то надулись эти подушки, потому что прямо тесно в сиденье. А так прямо круто. Вообще, мне не нравится в Мерседесах планшет. Ну, тут хотя бы он козырьком прикрыт, еще более-менее. А так вот это вот, ты как будто реально себе 2 планшета сюда прикрепил. Мне не нравится вот это. Я люблю, когда у нас вот эти вот аутентичные приборочки, такие датчики. Они мне больше нравятся. Но мультимедиа, наверное, крутая здесь. Не знаю, вот плюс-минус там починим ее, наверное. Можно будет катнуть, проверить. Ну, мне нравится, реально круто. Вагон прикольный. Доводчиков, по-моему, нет. Так, а тут у нас Владислав Лобанов разгребает новую партию мерча. Уже разгреб. Уже разгреб. Ну, молодец. Смотрите, сколько много всего. Короче, новые футболки со старым... Вот видите, вот это, короче, из первой коллекции. Вот как только Калаш сделал, тестовый. Вот. Причем про качество. То есть я в ней работаю 2 года. Ну, типа это больше 2 лет в ней работаю. То есть, ну, постоянно на работе. Это болгарка, вот эта сварка, все. И она реально ведет коляску. Единственное, что я себе спалил этот кармашек, ну, его просто отрезал, потому что дыра была. И вот она реально больше 2 лет живет. И это вот первый, получается, дизайн. То есть наш. А это, получается, новая модель со старым дизайном. Я думаю, что просто всем хотелось такое, поэтому мы снова перевыпустили, получается. Вот так. Все, мы пошли. Не мешаем. А если вы будете покупать вообще очень много мерча, то, возможно, и я поеду из ДЧ. Да, потому что ел то, что всем надоел. О, это что, 6,3? Нет, 3,6. Ой, я Калаш же скобку проебал. Ремонты от Калаша. Это что? Это что за двухсторонний скотч, бля? Давай прижиграем его нахуй. Здесь его вокруг мешка, а не скупу. Когда это, гризли из спячки выходит. Саня, ты забыл колесо прикрутить, по-моему. Ну, типа там. Это вот колесо, да?
Да и дефектовка показала, что на самом деле там все не так уж плохо. 2 привода передних, 1 рычаг, стойки стабилизаторов круг почему-то. Они типа кривые, я не знаю, блядь, почему. Ну как-то это произошло. Ну а по кузовне почти все куплено. Пацаны уже кузовщики там сами дальше посмотрят, что там крепление фар, не крепление фар. Они в этом лучше меня разбираются. И будем чинить. Первая моя самостоятельная погрузка. Но я разобрался в рычагах, смотрите. Я включил гидравлику, подкинул обороты и платформу сам подвинул. Реально, наугад вот так. Хуярил как тракторист. Это же обычная машина, почему она не может нам угадаться? Началось, блядь. Как-то так они делали вроде. Так, сейчас, по-моему, они что-то привязывали там. У тебя пока все получается. Так может я просто, блядь, по жизни не тем занимался все это время? Спасибо большое, Паша. Так, о. Первое переключение. Не жми сзади, дурак, блядь. Ну, китайцы. Такой же зазор. Да ну, да, лучше тут китайцы. Тут калаш это все ставил. Вот сейчас прям сразу красили снимаю. А что, вот сюда прям можно вот так слой нахуячить? Это широк. Жопу надру. Первое, что болтон подошел к машине, это тормоза от 335 BMW. Еще сегодня появился кардан. И тоже очень странная хуйня. Я взял кардан от Фуги, от Nissan. Ну, из-за того, что у меня 230 редуктор. Вот так его поставил по болтам. И он по болтам прикрутился в стоковое место подвесного. Вообще, и по длине, и по ширине, вообще по всем параметрам. Просто вот так прикрутился и все. И я переварил только переднюю часть кардана. И все, и у меня теперь чуть-чуть бумажного кардана, вот столько. И вот столько ниссановского кардана. Жирного, капец, вообще не сломаешь. Сейчас я примерил тормоза, да, и перед их установкой хотелось бы их обслужить в какой-то более нормальный вид привести. Я сейчас разберусь, я почищу, посмотрю, чтобы серединки были целые. Ну и там почищу, смажу все, что нужно. И буду ставить. Завтра мне придут новые шланги на них, и все, и на машине еще и тормоза появятся. Ну пока только на жопе. Такие дела. Это вообще не подходит сюда. Хуйня. И сюда тоже не подходит. Сколько дней до чего осталось? 10, кажется. Ты все так же успеваешь? Ну естественно. Когда не успевали бы. Ставлю редуктор пожирнее. А то самый дрещевый стоит. Боюсь, что он сломается сразу. Свободное от работы время. Ну, естественно, время видел уже 10 часов почти. Я не могу себе позволить рабочее время своей машины ковырять. После работы что, можно, пока силы есть. Вот так, гнилушку ковыряем. Хорошая у тебя наклейка. Она полностью отражает суть владения этим автомобилем. Короче, ситуация, блядь, мой друг Елтыш. Он недавно варил поршни на свой УЗ и заразил мой М60 такой же проблемой. Мне теперь тоже приходится их варить, потому что кольца на данном поршне, второе компрессионное, оно просто застряло и вообще нахуй не шевелится, никак абсолютно. Сейчас мы их варим в мотор-клинере в надежде, что они расшевелятся, мы все это дело еще разберемся, почистим и будем собирать в мотор. Но на самом деле вообще не хотелось вниз лезть никак, потому что мотор до меня, ну, когда я его покупал, он ездил. То есть не было все в порядке. Даже видосик присылали, как он работает. Но на деле ситуация так себе. Но тут уже отлипло все. Ну почти все. Даже что-то шевелится. Ну, бомба. Ужас. Какой хуйней я занимаюсь. Это меня еще Илюха научил. Я все откислю уже, пиздец как. А колечки вылезли? Все охуенно вообще. Смотри, да. Вообще, блядь. Ну, у меня там похуже ситуация была.
У меня там вообще они не шевелились, нахуй, нисколечко. Примерно так же, как у тебя. Но сейчас все бомба. Ну, как новое. То есть, если Ну, каша, пиздец, выглядит страшно. если ты сейчас реально мотор собрал, там бы нихуя не работал. Там бы хуй вообще компрессии не было в 6 горшках. Ну, реально, вот просто вот так вот кольцо, по-моему, вот так полностью сжато, все, и вообще ничего не происходит. А у меня приходилось с молотка их выбивать. Ну, я там вот в первой партии уже постучал, Да? даже отлипло нормально. Это дальневосточные технологии. Понял. Вытащи кольца. У меня есть приспособа специальная для чистки там всего. Ну, нормально, да. У меня отломанное кольцо, если прям вот так канал процарапаешь, там пиздец говна вылазит. У меня уже вырез. Говна. Даже такой звук ты, блядь. Я стоял, занимался этим говном, он подходит. Ты чё, узел, говно, блядь, кто такой хуйней занимается? Да у меня все на линках, на, блядь, хуинках. Давай, чисти, Это чисти. говно, по Давай. факту. На работу. Ой, чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чем? Вилкой, что ли, я буду? Чисти говно, садись. Садись. Чисти. Как вы видели, я занимался какой-то непонятной процедурой с ремонтом вот этого прекрасного мотора. Если вдруг кто-то забыл, вот это вот мой поршень, если что, с этого мотора. Я с помойки нашел другой поршень, поставил его, там раскоксовал все колечки, все проверил. Поставил сюда. Да, это лютое говнарство, но в формате этого мотора пойдет, потому что от него нужно только, чтобы он ездил и как бы не более. Лишь бы как-то оно работало. Я все это собрал, мы съездили на так называемые тесты, я прокатился. В принципе, мотор работает ровно на всех 8 цилиндрах, компрессия везде одинаковая. Лик-тест показывает, что утечек нет, но он по-прежнему почему-то на горячую дымит маслом. Точно так же, как и было. Я утешаю себя, что, возможно, с того раза натекло масло, выхлоп в банку куда-то, и где-то оно там выгорает. Потому что на холодную, когда едешь, ничего не происходит, а вот именно когда коллектора прям разогреваются до красна, начинает прям вот, ну, дымить он. Это я себя так утешаю. Но почему-то что-то мне подсказывает, что причина в чем-то другом. Вот. Но для этого я сейчас замутил маслопомойку. И надо будет ее туда поставить, чтобы, короче, что-то там попытаться изменить. Далее есть вторая проблема. Катаешься, все нормально, и потом в какой-то момент пропадает мощность, он газует там 1000 до 2-2,5, и дальше начинает срать. Почему это происходит, я пока не знаю. За 5 лет до этого ни разу ничего подобного у меня с этим мотором не было. Сейчас вот я его когда тогда снял, поставил обратно, началась какая-то головоебка. До СДЧ осталось 9 дней. Мне нужно 7, да? 7 дней до СДЧ осталось, неделя ровно. Что мне нужно сделать? Мне надо полностью переделать переднюю подвеску, потому что у меня спереди право кривой рычаг. Я перехожу на 17-е колеса. Вон, наконец-то пришла новая резина. И чтобы оно там все благополучно поворачивалось, у меня будут другие рычаги. При этом с задней подвеской там тоже что-то не так. Какие-то стуки, удары, что-то там. При этом как бы ничего не болтается. Не знаю, в чем дело. Может, где-то что-то лопнуло. Я смотрел, не увидел. Сейчас буду более детально с этим разбираться. Далее, жесткая непонятка с мотором. Что с ним происходит? Поедет он вообще? Не поедет? Я не знаю. Но сделаю все возможное. Плюсом мне надо переварить каркас. Мне надо поставить размыкатель массы. И как бы вроде как будто бы все, что из этого получится, я не знаю. И у меня есть такое стойкое ощущение, что как будто бы что-то пойдет не по плану, и я не успею. Но давайте я вам сейчас покажу другой прикол. Мы как хороший и плохой коп. Негатив, позитив. Я как бы типа негатив, то что у меня по факту тут фигня делов, но из-за того, что я уже старый стал, мне кажется, что все, это долго, ничего не успеется, туда-сюда. Но есть никогда не унывающий Владимир. Пойдемте посмотрим, что происходит у него с машиной. И он, кстати, уверен, что он точно успеет. Давайте совершим краткий обзор на BMW E92 Владимира за 7 дней до первого этапа, на который Владимир планирует во всеоружии выскочить. Что мы имеем? Полностью подготовленный кузов BMW E92 под дрифт. Расцветка Арлекино. У нас в этом году командный дизайн вот такой, видите? То есть как бы вот они... Тим Кочерга она будет называться, наверное. Двигатель М60B40. В принципе, уже почти все готово. 2 турбины. Link. Mill Beach Spec. Есть вот такая вот алюминиевая крышка у него. Вот, в принципе, тут почти все готово. Далее, подвеска передняя, копия Вайсваба, как вы можете наблюдать. Стойки BC, но должны быть, но их там, к сожалению, пока нет. Пойдемте заценим эргономику в салоне. Ну, в салоне довольно-таки неплохо. Присутствует болтовой каркас, теоретически. Есть руль, сиденье, ручник есть. Вот гидравлический. Тут вот есть кулиса, можете посмотреть. Коробка поисковая будет, без выебонов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Коробка 6-ступка как бы. Есть вот такие вот здоровые фитинги. Лобовое Pilkington, двери карбон Kevlar. Охлаждение магистрали есть. Вот. В принципе, что, по салону все по-спартански, по гоночному.
Пойдемте, пройдем, посмотрим заднюю часть. Сзади у нас диски Power Wheels, на которых когда-то ездила 30-ка Сани Казанцева, сзади были на ней эти колеса. Их 6 штук осталось после продажи 30-ки, и теперь они будут ездить на этой машине, потому что Вова их выкупил. Далее, что тут у нас по жопе? Имеется пластиковый бампер на скотче. Вот, кстати, стойки передние. Вот, одна точно есть. Где остальные, я не знаю, к сожалению. Сзади у нас имеется тут тормоза, ну, суппорт с диском. Там есть подрамник, редуктор и привода. То есть, в принципе, задняя тележка плюс-минус готова. И рычаги регулируемые еще. То есть там не вайсвап, ничего, там будет просто 2 регулируемых рычага схождения, развал. Ну, типа. В принципе, вот по задней части она готова. В остальном вы видите все сами. Вот у нас есть 2 автомобиля. По правую руку автомобиль от меня чисто теоретически ездит, но не валит. И почему? Непонятно. И успею я со всем этим разобраться или нет, я не знаю, потому что задиагностировать это говно практически невозможно. То есть ошибок он показывает, что ничего нет, но при этом ничего не работает. Есть Владимир, у которого, в принципе, все есть. У него должна в конечном счете получиться крутая машина на V8 с 2 турбинами, на хорошем мозге, на хорошей проводке, там на BC-стойках, там в вайсвабах, там и прочем вот этом всем. Ну, то есть около дорого, давайте это назовем. Недорого, просто хорошая машина. Но вы сами видите, в каком она состоянии, то есть все запчасти есть, но они лежат рядом с машиной, как бы, либо внутри нее. И, соответственно, внимание, вопрос, что же будет происходить дальше? Я успею, выиграю на этапе, а Владимир еще никуда не поедет, к сожалению. Или, может быть, я приеду на тренировке, у меня развалится мотор, а при этом Вова выйдет и выиграет этап. Или мы вообще оба, может быть, до туда не доедем. А может быть, встретимся с ним в финале. Ну, вот этот вариант, конечно, самый вероятный. Ну, что, не кривя душой, так сказать. Выглядит это все как просто абсолютная авантюра. Но что из этого получится, мы с вами посмотрим. Напоминаю, осталось 7 дней.